Селим Ага сделал из меня сексуальную рабыню. Я на 6-м месяце беременности. Муж моей госпожи, которая сейчас в Стамбуле, изнасиловал меня. Я беременна. Муж моей хозяйки сделал меня своей сексуальной рабыней. Я на 7-м месяце беременности. Кто-то, чье имя я не раскрою, предал меня. Я на 3-м месяце беременности. В отличие от своих западных соседей, османы долгое время никак не использовали в своей жизни пленных рабов. Первыми пленными, которые прочно и на века закрепились в обществе, были янычары. Но и они в самом начале становления османского государства не носили такого названия. За янычарами в дворцовую жизнь и жизнь богатых семей вошли пленные наложницы, которые выполняли разные роли, от уборки дома и приготовления пищи до ублажения богатых мусульман, ну и султанов, разумеется. Однако, как считается, интим с наложницей никогда не являлся прелюбодеянием или каким-то развратным делом в отношении пленной женщины. Такие отношения имели всегда только одну цель – деторождение. Ну да, скажут многие из нас и, возможно, будут правы. Но не об этом сейчас речь. Друзья, не забывайте подписываться, хотя на сегодня крайне важен ваш лайк. Пожалуйста, поддержите нас, лайкните это видео. Пусть его увидят как можно больше людей. А если вы хотите стать нашим спонсором, номер карты банка вы видите на экране или найдете его в описании к ролику. Османское государство было до такой степени цивилизованным, что его нельзя было сравнить с европейским с точки зрения прав, которыми обладали пленники, рабы и наложницы. В то время как невообразимые зверства совершались с пленными, захваченными на Западе, в османском обществе права человека всех пленных были гарантированы законом. Нельзя забывать о том, что рабы в Османской империи были разными. Рабы, как янычары, наложницы или даже госслужащие – это одна категория людей. Другая же категория – пленные, которые были захвачены в бою. Слуги, янычары и наложницы имели жалование. Им давали вольную после нескольких лет службы, их лечили, учили и так далее. То есть относились так, как к дорогому имуществу, с заботой и ответственностью. Француз Пьер Белон, один из известных путешественников, посетивших Стамбул во времена правления Кануни, делает следующие заявления о пленниках Османской империи. О пленниках в Турции заботятся как о слугах, и их хозяева обращаются с ними одинаково. Каждый заключенный может обратиться к кадию и попросить защитить его права. Прочитав всю эту информацию, невольно начинаешь думать, что попасть в плен к османам было не только не страшно, но и во многих случаях даже выгодно. И эта речь, конечно, не о людях из благополучных семей, а о членах семей из очень бедных деревушек, разбросанных по всему христианскому миру в те века. Немало семей отдавали своих сыновей в янычары османской армии, а дочерей в гарем наложницами. Так они спасали от голодной смерти и нужды не только их, но и всю семью, получая от такой сделки разные вознаграждения. Наложница как рабыня. Что было бы с тобой в османском рабстве? Мы много говорили уже на нашем канале о правилах гарема. Таких видео не счесть. Но мне вдруг захотелось выделить особые, что ли, моменты рабства. Вообще, что происходило с наложницами гарема после смерти их господина? В сериале «Великолепный век» у каждого был свой гарем. Мы знаем, опять же, из сериала и других видео, что после смерти султана все его наложницы куда-то исчезали из дворца. Но куда? В Османской империи никогда не было рабовладельческого подхода в обществе, основанном на рабочей силе, аналогично рабству в США, например.
Захваченных во время войны пленников чаще всего обменивали на деньги, на других своих пленных. А кого не забирали, оставляли работать на кораблях или в армии. Но и эта практика не превратилась в государственную политику обращения с пленными. С другой стороны, османы с удовольствием использовали рабов для работы во дворце или дома. Речь о богатых домах. Наложницы попадали в плен к пиратам, а те продавали их на многочисленных рынках рабов в Османской империи. Еще, как я уже сказала, девушек в гарем могли продать родственники или подарить султану. Очень часто правители других государств дарили наложниц султану. Хотя султан Абдулхамид II распустил свой собственный гарем и официально ликвидировал заведение наложниц, это известный исторический факт, что торговля наложницами продолжалась в некоторых районах Стамбула даже в первые годы существования республики. Куда пропадали наложницы умершего султана? Во-первых, когда отец умирал, наложницы в его гареме могли передаваться по наследству его сыну. Это касалось не только дворца, но и богатых домов. Во-вторых, часто наложниц распускали, давая им вольную. Правда, далеко не все из них хотели возвращаться в свои деревни в нищету. В-третьих, были другие варианты. Наложницу могли продать в богатый дом по ее желанию, девушку могли выдать замуж за пашу, тоже только по ее личному волеизъявлению. Если молодой красавице ничего не подходило, то ее отправляли в старый дворец или дворец в Эдирне, где она доживала свои дни, выполняя какую-либо работу. Всегда ли жизнь наложницы, с точки зрения ее человеческого права, была похожа на мед? Это может показаться слишком громким заявлением, но согласитесь, что даже не будучи рабыней, а свободной женщиной, любая из нас в те века, и не только, между прочим, могла подвергаться насилию, унижению, выполнять за еду тяжелую работу. А потому говорить о том, что у наложниц было прямо все так гладко с их правами, было бы неправильно. И как доказательство истории известны случаи зверского обращения с наложницами. Если говорить о дворцах султанов, то здесь, как вы правильно понимаете, такой информации почти нет. Но есть лишь домыслы, как утверждают историки. Например, утверждается, что султан Ибрагим Безумный утопил весь свой гарем в Босфоре, посадив девушек в мешки. Но было ли так на самом деле, неясно. А потому информация о жестокости по отношению к наложницам хорошо сохранилась в отношении тех девушек, которые работали в богатых домах или состояли в гаремах обеспеченных мусульман. Почему такая информация сохранилась? О, это удивительно! Согласно законам того времени, любой раб мог пожаловаться кадию на жестокое обращение хозяина с ним. И кадий обязан был провести расследование и, невзирая на ранги, наказать виновного. И именно поэтому много историй дошло до наших дней, так как они аккуратно были записаны в дела кадиев. Ни для кого не секрет, что особенный статус и некую свободу, если это можно так назвать, наложница в гареме получала с момента рождения ребенка. Еще будучи беременной, она переставала работать, усиленно и хорошо питалась, много гуляла и так далее. А потому практически все наложницы пытались и хотели забеременеть. Это касается как дворцов султанов, так и зажиточных мусульман. Но если во дворце все было не так просто, то в гареме богатого эфенди дела обстояли по-другому. Наложница из гарема эфенди, конечно же, попадала на хальвет к хозяину намного чаще, чем невольница султана. Если во дворце девушек было куда больше 100, то у эфенди их было не более 5, ну пусть даже 10. Конечно, он имел возможность делить ложе с каждой из них, ведь они же его собственность, и не нужно на них жениться. И вот представьте, что вы какая-нибудь Айгюль, и вам ох, как хочется хорошей жизни. Вы раз переспали со своим эфенди, 2 и 3,
а вожделенная беременность все никак не настает. Тогда вы решаетесь на отчаянный шаг и решаете сходить от своего хозяина налево, а вдруг там больше повезет. И если беременность наступит, то ничего не стоит выдать ее как будущего ребенка своего зажиточного паши, а потом, после его смерти, ребенок становится наследником и принимает на себя все богатство глупого папочки. Ну да ладно, здесь можно развивать эту тему до бесконечности и даже убедить себя в том, что вы случайно нагуляли ребеночка не от паши, а по любви с Агой. А потом вы решили извести хозяина, а сыночек Аги станет наследником паши. Бывали случаи, когда ребенок, рожденный в богатом доме у наложницы, не признавался либо отцом, либо после его смерти родственниками. Тогда девушку с детем ждали довольно серьезные испытания. Иногда она спасалась, подав заявление о защите Кадию. Но так было не всегда. Положа руку на сердце, очень часто такие дела рассматривались лишь формально, потому как где Эфенди и какая-то наложница. Но, конечно, все зависело от неподкупности Кадия. Вот уж точно тот случай, когда даже из сильной нищеты вы не захотите уехать в дом богача, чтобы стать девушкой олигарха Османской империи. Вот, похоже, именно такая история случилась в Османской империи в 1799 году. Некий Нуман Ага обратился в суд к Кадию и поведал следующую историю. У него был ученик по имени Мехмед Кахвичи, а еще у Нумана был гарем, в котором жила наложница по имени Алиме. Нуман владел наложницей на правах товара, то есть она была его собственностью. Со слов Аги, Алиме забеременела, однако он был уверен, что не от него. В судебном деле не упоминается. Возможно, у него с ней не было интимных отношений. Что-то в беременности пошло не так, и девушка умерла вместе с неродившимся плодом. Проведя собственное расследование, Нуман выяснил, что отцом ребенка был Мехмед. Вот тогда-то и возник судебный иск Нумана Аги к Мехмеду. В нем Ага требовал компенсацию за смерть своей наложницы, которая произошла по вине Кахчеви. Сначала любовник девушки отрицал свою причастность к беременности. Однако, видимо, поняв, что можно отделаться только материальной компенсацией, вину свою признал и расплатился с обиженным Нуманом Агой. Как так случилось, что девушка из гарема Эфенди решила загулять, неясно. Но это дело из архива Кадия лишь подтверждает, что всяко у них могло быть. У этой стороны медали есть одна отчаянная. Речь идет о принудительном насилии над молодыми наложницами, фактически детьми. Но это совсем другая история, никак не вписывающаяся в концепцию нашего канала. Однако я получила коммерческий доступ к некоторым оцифрованным судебным документам периода османов, и если вам интересно, могу сделать об этом отдельное видео для спонсоров. Пишите в комментариях. А на сегодня все. Не пропускайте главное. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк и колокольчик. Так вы помогаете нам и дальше развивать канал. А если вы хотите стать нашим спонсором, номер карты банка вы видите на экране или найдете его в описании к ролику. Всем добра! Спасибо, что смотрите!